В этом видео я вам покажу AI-агента, который будет имитировать действия человека онлайн. То есть, грубо говоря, он может выполнять те действия, которые мы выполняем, находясь на каком-либо сайте. Например, самый, наверное, такой простой банальный пример. Вы решили написать какой-то пост в социальных сетях, не знаю, где там, Twitter, Яндекс.Дзен, ВК, может быть, Инста, либо на Ютубе. И вам необходимо выполнить определенные действия на этом сайте. Вы что делаете? Вы переходите, соответственно, в веб-версию этого сайта и выполняете какие-то действия. То же самое может выполнять ваш AI-агент, которого я вам сегодня покажу. Но самое прикольное, знаете что? Что этот AI-агент может выполнять вплоть любые действия, вплоть до того, что заказывать какие-то товары в интернет-магазинах, либо в маркетплейсах, например, на Wildberries. То есть он будет авторизовываться на том самом Wildberries, либо любом другом маркетплейсе, будет искать тот товар, который нам необходим, будет класть этот товар в корзину, а вам останется лишь его оплатить. С полной оплатой я его еще не тестировал, но то, что он может класть товары в корзину и авторизовываться на любых сайтах, это да. Будет выполняться процесс, здесь у меня есть два варианта работы с этим агентом. То есть первый вариант удобный через Telegram и обычный демонстративный запуск этого агента через встроенный чат в сервисе N8N. Значит, да, мы будем этого агента строить в сервисе N8N. Значит, давайте для начала покажу, как этот агент работает. Значит, у меня есть, например, такой запрос. Я сейчас введу этот запрос своему агенту. И в качестве теста я буду показывать каждый шаг, как работает. Значит, я буду использовать следующий запрос. Используя профиль Игорь, перейди на wildberries.ru, найди белые носки 44 размера стоимостью до 1000. Открой страницу товара и добавь их в мою корзину. Значит, смотрите, в Телеграме запрос принят. Я хочу сейчас показать тестово, как это работает. Пройдемся по каждому шагу. И вот пришла очередь уже непосредственно нашего AI-агента. Значит, смотрите, что он делает. Он сейчас переходит на сайт Wildberries, авторизовывается. Он выбирает в качестве авторизации мой профиль. Я никогда ничего не заказывал на Wildberries, признаюсь вам честно. Я просто создал себе аккаунт именно для теста, потому что я знаю, что Wildberries использует большое количество людей. И он, значит, что и какие его основные действия. То есть он создает сессию. Когда мы открываем браузер, для того, чтобы мы, либо тот сайт понял, что это не какой-то робот, он должен создать сессию, он должен открыть окно, он должен в этом окне уже непосредственно выполнять какие-то действия. Например, куда-то кликать, например, что-то просматривать, выполнять поиск. Он должен видеть этот поиск. И за счет вот этих вот набора инструментов он всю эту работу непосредственно уже выполняет. После этого он присылает мне в Telegram ссылку на открытую сессию, для того, чтобы я смог проконтролировать на начальном этапе, для того, чтобы я смог проконтролировать, как он выполняет те или иные задачи. Сейчас мы с вами давайте дождемся окончания его выполнения, перейдем непосредственно на сайт Wildberries по той ссылке, которую он нам пришлет, и уже будем проверять то задание, которое он выполнил. Смотрите, он прислал ссылку, нажмите и проверь. Я на самом деле еще ни разу не использовал его именно для поиска носков определенного размера. Возможно, с этим возникнут сложности. Давайте перейдем по ссылке и посмотрим, что он там сделал. Значит, мы переходим по ссылке в его открытый браузер. Смотрите, да, носки, надо было сначала, конечно, показать, что у меня в корзине ничего нет. Я с этим немножко затупил. Но смотрите, вот мы перешли по ссылке, и он нашел носки белые, две пары, перейти в корзину. Плюс в корзине мы можем, давайте вот перейдем в корзину. В корзине на сайте Wildberries мы можем посмотреть, что он уже открывал, да, какие страницы, что он недавно просматривал. И мы можем вот в один клик заказать. Я его, честно, еще не использовал для заказа товаров. Я думаю, что с этим, возможно, там стоит немножко поиграться, там чуть сложнее будет процесс, но тем не менее, да, вот он мне заказал, положил в корзину носки белые в
мой профиль, который вот я только что создал, Игорь. И давайте в этом видео я вам подробно покажу, как вы сможете создать себе такого AI-агента, который будет выполнять те действия, которые вам необходимы. Причем неважно, нужна авторизация на том или ином сервисе или нет. Поехали. Смотрите, у вас, как всегда, есть два варианта работы с этим агентом. Первый вариант, вы сейчас вместе со мной пошагово создаете этого агента. И второй вариант, это вы просто нажимаете три кнопки, нажимаете Import from File и выгружаете этот готовый шаблон N8N, который находится в первом закрепленном сообщении под этим видео. Переходите по ссылки под этим видео, переходите в бота, и бот вам подробно рассказывает, как вы можете получить доступ к этому шаблону N8N, который уже настроен и работает идеально для того, чтобы выполнять какие-то действия на сайте. Как вы видите, он даже может заказывать носки на Wildberries, ну, либо любой другой товар, просто носки. Мне, кстати, давайте еще проверим. Так, видите, я в этом браузере не авторизован, а в том браузере, в который он мне прислал, я авторизован. Мне еще было интересно, то есть я в него вбил именно 44 размера носки. Сейчас посмотрю, действительно ли носки того размера находятся, который вы, да, 44-45, ну, блин, ну это круто. Окей, значит, как создается такой AI-агент? Для того, чтобы наш AI-агент работал с поиском и мог посещать страницы браузера, нам необходимо выбрать всего лишь инструмент. Инструмент этот называется AirTop. Значит, этот инструмент позволяет выполнять любые действия на любом сайте. Значит, смотрите, то есть он может закрывать окно, он может открывать окно, он может переходить на сайт, он может удалять какие-то файлы, он может открывать страницы. В данном случае, в данном примере, который мы использовали, значит, какие у него действия? У него действие клик. Единственное действие клик, оно в классическом AirTop он не использовался. Он использовался, но он при моих тестах почему-то всегда выдавал какую-то проблему. То есть там была какая-то проблема с ним. Возможно, они его чуть подпилят, но я использовал веб HTTP request ноду, настроенную для работы с этим действием. Он действие ожидания, действие закрытия сессии, действие создания сессии, действие открытия окна, действие прислать ссылку в Telegram на открытую сессию, для того, чтобы ты мог посмотреть, что внутри происходит. Значит, мы здесь используем сервис AirTop и ноды AirTop. AirTop, как вы видите, он получил продукт дня в какой-то номинации. Значит, что делает AirTop? AirTop позволяет, то есть этот сервис позволяет имитировать действия на определенных сайтах. То есть он может открывать окна, полноценные окна, а не какие-то там как бы базовые, которые боты выполняют. Он может выполнять действия, заказывать там билеты, переходить в профили, в гугловский профиль авторизироваться, там, отправлять электронную почту, смотреть видео на YouTube. То есть он может огромное количество действий в зависимости от той задачи, которую мы перед ним ставим. Либо перейти в X, в Twitter, либо в Zen и написать пост, там, закинуть этот пост в черновики. То есть все, что вы делаете в браузере, он практически все может делать самостоятельно, используя AI-агента. Значит, у него есть старт for free, то есть бесплатный период. Здесь единственное различие в бесплатном периоде, что вы можете выполнять как бы одну имитированную сессию, то есть, грубо говоря, пользоваться одним инструментом каким-то. В платных версиях здесь количество интеграций чуть больше, ну и количество кредитов чуть больше. То есть здесь 30 тысяч кредитов, здесь 5 тысяч кредитов, которых вам вполне хватит для того, чтобы заказывать носки на Wildberries с помощью агента, либо выполнять какие-либо другие действия с помощью агента. Хорошо, значит, после регистрации в сервис Airtable вы попадаете, AirTop, почему-то Airtable хотел сказать, вы попадаете, соответственно, в пространство. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо, вы здесь видите, соответственно, студию AirTop. И здесь есть браузер, то есть ваши сессии, которые открывает ваш AI-агент. То есть вот сейчас сессия запущена, то есть сессия для авторизации
на Wildberries. Я специально протестировал авторизацию на Wildberries, потому что это достаточно сложный процесс. Вот тот самый профиль. То есть, что он делает? Мы изначально, когда добавляем new профиль, мы добавляем новый профиль, называем имя, например, Игорь Тест. Создаем профиль. Так, я не могу создать профиль, потому что у меня уже есть один профиль с авторизацией. После того, как вы создаете профиль, вам необходимо нажать кнопку Connect. И здесь я в данном случае выбрал, например, сайт Wildberries.ru, можно выбрать, там, не знаю, Яндекс.Маркет. Обязательно ссылка должна иметь такого вида. Нажать Start Session. И после этого, да, мы давайте закроем предыдущую сессию. То есть он мне сказал, что у тебя уже открыта предыдущая сессия. Я остановлю предыдущую сессию. Вот она продолжается сейчас. Давайте, это тестовая сессия, которую мы только что открывали для того, чтобы наш процесс через N8N работал. То есть мне его необходимо остановить. Да, он завершен, и открываю новую сессию. Новая сессия открывается. И все, что мне необходимо, это просто авторизоваться на том сайте, который я хочу использовать с помощью этого агента. Например, не Wildberries, а Яндекс.Маркет, либо не Wildberries, а Instagram, либо Facebook, либо LinkedIn, либо какую-то другую, либо Яндекс.Дзен, в Яндекс войти. И для того, чтобы в будущем мы ему говорили, что необходимо выполнить на том или ином сайте, и он мог спокойно авторизовываться, зная, потому что мы заранее в этой сессии авторизовались. Хорошо, значит, нажимаем финиш, и у нас все готово. Дальше нам необходим API-ключ. Мы здесь получаем в разделе API-ключ, создаем новый ключ, называем его, например, N8N, нажимаем Create, копируем этот API-ключ, и когда этот API-ключ мы будем использовать для авторизации через сервис N8N. То есть мы создаем AirTop, любое действие. Давайте, вот, например, get a file. И здесь нам необходимо создать нового пользователя и ввести сюда тот API-ключ, который мы здесь получили, для того, чтобы в будущем использовать эти ноды как бы без проблем. Хорошо, значит, авторизовались, получили API-ключ. Видите, да, количество кредитов, которые у меня остались после нескольких тестирований этого сервиса. Хорошо, значит, после того, как мы получили API-ключ, мы его добавили в N8N, мы можем уже начинать непосредственно настройку и работу с агентом. Значит, когда мы будем отправлять запросы, мы должны это имя использовать в качестве авторизации. То есть мы будем говорить ему, например, зайди на сайт Wildberries, потому что через это имя уже авторизовано на этом сайте. Зайди на сайт Wildberries и выполни такое-то, такое-то действие. Потому что он будет знать, что в этом имени, то есть, грубо говоря, в этом браузере уже открыт сайт Wildberries, и Wildberries не заметит, что это не живой человек, а это имитация живого человека. Плюс авторизация, за счет авторизации мы можем положить все те товары, которые нам необходимы, в корзину. Мы можем открыть большое количество вкладок, используя вот это имя, и везде это будет как бы, и везде мы будем за счет этого авторизованы. Хорошо, значит, здесь в самом AirTop мы основные настройки выполнили. Здесь можете посмотреть, да, какие еще возможности есть, как заказывать билеты, как постить. Все это на сервисе AirTop есть. Когда мы настраиваем AirTop, например, не через встроенные ноды, да, которые есть. Если вы заметили, что у вас где-то там тупит, то я рекомендую вам создавать отдельные ноды. В AirTop есть большая документация для создания дополнительных нод. И методы авторизации через ноды HTTP request, они в принципе везде стандартные. Поэтому больших сложностей возникнуть не должно. Выбираем метод QURL и копируем, соответственно, код для выполнения того или иного действия. Например, за действие клик будет отвечать
именно вот эта вот нода. Хорошо, значит, дальше. Здесь большое количество нод. Давайте каждую ноду мы рассмотрим. То есть как происходит процесс. Вот уже на готовом процессе работаю с Telegram. Я не буду рассматривать, это стандартный способ работы с Telegram. Мы также могли бы через голосовое надиктовать нашему агенту, чтобы он заказал носки того цвета. И в конце, вот, кстати, мы не прошли последнюю ноду, где он должен нам сказать, что товары были успешно найдены, выбраны белые носки 44 размера, цена до 1000 рублей, добавлена в вашу корзину на сайте Wildberries. Если нужно сделать что-то еще, то, соответственно, скажите мне, и я сделаю что-то еще. Значит, здесь мы используем ChatGPT 4.1 Nano, могли бы использовать OpenRouter, если у кого-то нет инструмента ChatGPT. Используем стандартную обычную память. Память мы можем также изменить на Postgres память. Используем инструмент Think. Инструмент Think в данном процессе он служит для одной простой задачи. Он, когда что-то может пойти не так, у него в промпте написано, что обращается к инструменту Think и еще раз пересмотри все свои задачи. Значит, с промптом мы тоже сейчас разберемся. Промпт введен, да, стандартный промпт, что необходимо делать в разметке Markdown, что необходимо делать, когда будут приходить какие-либо задачи. Промпт все переведены на русский язык, то есть ты интеллектуально надежный веб-агент, обладающий инструментами для удаленного управления браузером. Твоя задача точно, безопасно и эффективно выполнять инструкции человека, перемещаясь по сайтам, взаимодействуя с ними с помощью доступных инструментов. Алгоритм, как ты должен действовать, всегда начинай с инициализации браузера через инструмент Start Browser. То есть он в первую очередь идет к инструменту Start Browser. Start Browser — это запуск и открытие сессии и окна. За счет этого запускается сессия и открывается окно. После этого нам ссылку на открытую сессию на это окно эта ссылка отправляется в Telegram, плюс эта ссылка и эти данные забиваются в так называемый параметр Session ID. Session ID и Windows ID. Эти параметры нужны агенту, то есть он их получает для того, чтобы во всех будущих действиях использовать эти параметры. Если он не будет выполнять эти действия, то он просто тупо будет открывать всегда новые вкладки, где он будет не авторизован, и новые окна. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы он действовал в одном окне. Это знаете, как мы открыли окно в браузере, да, мы же не будем переходить в другой браузер для того, чтобы выполнить какие-то действия. Поэтому нам нужно в этом открытом окне всегда работать. Дальше, значит, как происходит процесс работы? Он выполняет пошагово различные действия. Значит, какие действия он может выполнять? Действие клика. Еще раз говорю, действие клика, оно настроено через ноду HTTP Request, где автоматически будет добавляться Session ID и Windows ID для того, чтобы именно в этой сессии, именно в этом рабочем окне он работал. Единственное, если вы скачаете вот этот вот шаблон N8N, который находится в первом закрепленном сообщении, вам здесь необходимо метод аутентификации создать новый, то есть добавить сюда name, имя, взятое в документации, это имя, авторизацию, burner, ввести пробел и вот этот вот API-ключ, который вы будете добавлять сюда. Вот сюда вот burner, API-ключ через вот сюда вот burner, API-ключ, то есть вот в таком же формате, вот в таком же формате. Единственное, мы API-ключ меняем на свое, для того, чтобы у вас все прекрасно работало. Хорошо. Значит, действие клик. Следующий инструмент 1. Значит, этот инструмент, он как бы выполняет действие, то есть он ищет поисковые строки для того, чтобы найти тот элемент, который мне необходим. То есть он ищет, грубо говоря, поисковые строки и ищет по определенным параметрам то, что нам необходимо, либо заполнение каких-либо небольших форм. То есть за это занимается Type 1. Query. Этот инструмент отвечает за то, чтобы, знаете, он, когда зашел на какую-то страницу, он смог осмотреться и увидеть. То есть, грубо говоря, он получает HTTP разметку всей страницы и смотрит, да, что здесь есть. То есть, когда открывается окно браузера, он смотрит, да, что находится на этом окне браузера. Так, здесь поисковый, здесь авторизация, здесь какие-то товары, здесь что-то другое. И он, грубо говоря, с помощью этого инструмента, он к нему обращается, когда ему необходимо осмотреться на сайте. Значит, load URL.
Он открывает в запущенном окне, в запущенном образе тот сайт, который ему необходим. То есть здесь прописано, AI-агент передает им параметры, какой сайт необходимо открыть для того, чтобы выполнить те или иные действия. И end session — это когда он выполнил все действия, он завершает сессию и дальше уже отправляет нам в Telegram запрос, мог он это выполнить или нет. Можно посмотреть в разделе выполнения, как это все выглядит, то есть как выглядит весь процесс работы этого агента. Вот запрос, который в него поступил, и, соответственно, посмотреть те самые логи выполнения, которые у него были. То есть он сначала открыл браузер, потом загрузил страницу, потом искал то, что ему необходимо, а дальше в несколько кликов заказал тот товар, который мы ему дали. Вот таким образом мы можем создавать себе агента, который будет посещать определенные сайты и выполнять на этих сайтах те задачи, которые нам необходимы. Этот шаблон вы всегда можете скачать в первом закрепленном сообщении под этим видео. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно изучайте сервис N8N, создавайте своих AI-агентов. С вами был Гризуевич. Обязательно поставьте нравится под этим видео, подпишитесь на канал. Пока!